Привет! В этом видео я расскажу тебе все плюсы мода против Боба и Боссиба. Видео было сделано при поддержке озвучки канала Хелоди. Ссылочка на оригинал будет в описании. Ну а мы поехали! Заходя в мод, мы сразу же видим компьютер Амура, где заходим на его рабочий стол. Идея была очень хорошая. Заходя в галерею, мы сможем увидеть официальные арты и фан-арты. Блин, я сейчас даже вижу те радостные лица тех, кого арты сюда попали. Авторы молодцы, думаю, этот список будет обновляться с каждым обновлением. За официальные арты отдельно спасибо, они выглядят потрясающе. А некоторые можно даже себе поставить на рабочий стол, как сделал это я. Эти арты также открываются после прохождения какой-либо недели, и это очень прикольно. Статистика хоть и пока выглядит странновато и чем-то неудобно, но думаю, для кого-то это все равно будет полезно. Мы заходим в файл с модом, и нас сразу же радует вот эта красивая менюшка. Она прорисована очень хорошо. Я думаю, для новичков, которые только знакомятся с этим модом, это сильно завлечет. Выбор режимов так круто смотрится. Я думаю, многих достала эта банальная менюшка FNF. Тут же очень круто реализовали. Блин, они даже сделали рандомных персонажей, заходя в меню. И с каждым персонажем будет меняться фон. Они даже сделали арты при выборе недели. Оно такое плавное, что радует мой глаз. Авторы даже не поленились сделать свой ремикс на туториал. Эй, ты готов? Я уже давно жду этого. Ха, как обычно, я полностью готов к этому. О-хо-хо, становится действительно захватывающе. Ну что ж, если ты готов, давай сразу войдем. О, да, это время Майнкрафта. Интересно, как поживает моя ферма, давай глянем. Наконец-то пришло время победить Эндер Дракона. Что-то не так. Это что-то не похоже на... Не похоже, что мы сейчас в Майнкрафте. Блин, это такая хорошая идея для сюжета. Поместить двух главных персонажей в другую игру. Чтобы вы понимали масштабы сюжета. Бобу и Боссибу надо вернуться в свой мир. Но им надо одолеть бойфренда. А бойфренду надо одолеть их, чтобы получить одобрение от батьки Герфланд. Не, ну у меня тут слов нету. Наконец-то он ответил. Так, очевидно, мы находимся в игре, известной как Friday Night Funkin'. И что нам сделать, чтобы выбраться отсюда? Но он сказал нам, что мы должны найти пару по имени Boyfriend и Girlfriend, вызвать их на рэп-битву. А потом мы отсюда выберемся, вот и все. Ха-ха, хотя я с нетерпением жду возможности увидеть, как ты читаешь рэп. А? Что это вообще значит? Зачем нам нужен рэп-баттл, чтобы уйти? Кто, черт возьми, вообще называет себя бойфренд и гёлфренд? Это что, были их родители? Блин, они даже успели порофлить над логикой игры, при этом не сделать рофл ради рофла. Вот этот момент, кстати, нам попозже пригодится. Видите этих персонажей на заднем плане? А вот эти персонажи стали главными антагонистами второй недели. Авторы еще тогда задумывали сделать эту неделю, а на это тогда никто не обращал внимания. Вот нас встречает достаточно хорошей композицией. Хорошая песня для начала мода. Мне нравится, что персонаж, который сейчас не нужен в песне, стоит где-то не за планом, а прям перед нами, и выглядит это достаточно качественно. Авторы продумали, чтобы локация чутка изменилась. Локация идеально символизирует персонажа, типа он желтый, а закат тоже желтый. Примерно так же сделали и с Бобом. Отличная отсылка на Сиджея. Эта отсылка сделана не ради отсылки, тут также плюс. А, Боссип, что с твоим телефоном? Кто нам звонит так поздно? Что с ним происходит? Твой экран, он... Я действительно не знаю, почему он так светится. Эй, ребят, чё как? Отличное появление нового персонажа. Значит, ты БФ, да? Как насчет того, чтобы повеселиться? Давай сыграем. Я не могу быть в твоем мире прямо сейчас, но я уверен, что ты не будешь возражать, верно? Тогда ладно. Персонаж напрямую говорит, что он не может попасть к бойфренду и проводит рэп-баттл в таком стиле. Вот эту песню они сделали очень круто. Такой дизайн батла я еще нигде не видел. Для Амура сделали особые стрелки в виде обычного управления в играх. Это символизирует персонажа и выглядит отпадно. Обратите внимание на подсветку Амура. Когда Амур нажимает ту или иную стрелку, то его подсветка клавиатуры, микрофона и экрана будет менять цвет. Я думаю, это было сделать сложновато, так как спрайты Амура отдельно от компьютера. На заднем плане Боб и Боссип сидят на лавочке и отдыхают, и даже это проработали. Во всей песне Амура есть различные эффекты по типу белого экрана и других. На протяжении всего мода каждый раз будет меняться отчет на голос персонажа, а также будут меняться стрелки персонажа. Вот вам пример с Бобом. Тут двойной дзынь. Почему же хорошо, что есть озвучка в данном моде? Дело в том, что вы знаете, как звучит какой-то персонаж. Иногда озвучка влияет на его характер. Да и все же они сделали это хорошо. Касцены с артами, озвучкой и интересным сюжетом, а не просто какой-то текст. Все те же озвучки модов, по анимации планируем озвучивать. Все для народа, так сказать. Анимации? Типа по FNF или что-то другое? Да, именно, но
Не только Какого ФНФ, черта? сам понимаешь, Что они нужно делают так разнообразить. поздно? Отлично, это новый персонаж, возможно он будет связан со второй неделей, а его спрайты уже есть в файлах. Авторы продумали то, чтобы не нарушить канон, при этом, чтобы игрок понял, что говорит персонаж. Авторы до конца скрывали имя Блю, пока персонаж сам не скажет об этом. Они даже постарались над такой мелочью. О, да ну, бойфренд. Почему бы не попробовать? Ну хорошо, давай зажжем, Мордекай. Обращаю ваше внимание на Мордекая. Бойфренд подрофлил над Блю, так как он очень похож на Мордекая из обычного мультика. А в файлах игры есть даже мем про Блю. Милая смешная отсылка. Авторы аккуратно на протяжении всей недели нас будут знакомить с персонажами, скрывая их имя, так еще каждый подходит к бойфренду по-своему. Например, Эш телепортируется к бойфренду. Зрители тут понемножку прибавляются, и это даже чутка повлияет на сюжет. Плюс за новую механику. Замечательное появление финального персонажа в неделе. Вроде мелочь, но ее проработали. Когда какая-то часть головы этого пса говорит, то к нему подводят его имя. Так мы понимаем, кто из них сейчас говорит. Эффект на наушниках очень приятный, можете даже переслушать. Эту песню сделали дуэтом, очень хорошая реализовка. Видишь? Круто же батлиться и одновременно тусоваться с классными ребятами. Ну, наверное, это не так уж и плохо. Эй, бойфренд, смотри. Ну вот мы наконец пришли. Жду не дождусь услышать, как он будет исполнять. А? Что это вообще значит? Либо мы батлимся, либо уходим. Кто вообще называет своих детей бойфренд и гёлфренд? Это что, были их родители? Вот это сюжетный поворот. Бойфренд и Герфренд услышали еще противников. Они просто пришли, зная, что они будут тут. Диалоги также совпадают с тем, что мы слышали на первой неделе. Тут никак не обойтись без двойного дзынь. Здорово. Ты готов? Я уже давно этого жду. Как обычно. Я полностью к этому готов. Ого-го, теперь становится действительно интересно. Ну что ж, если ты готов, давай уже входить. О, да, пришло время Майнкрафта. Сюжет хоть и повторяется, но это была отличная идея познакомить двух разных персонажей с другим. Я не думаю, что он хочет с нами разговаривать, Босип. Не волнуйся, Боб. Хорошо, как нам отсюда выбраться? Давай я вытащу свой телефон и спрошу это у Гугла. Ау, черт! О боже, ты в порядке? Отлично Боб предложил другому Бобу сыграть в рэп баттл. Боб не будет палить свое имя в течение этой песни. Авторы сделали это так, как можно легко спутать Боба из мода против Боба и Босиба. Хорошая идея нам дать поиграть за другого персонажа. Хорошая работа, Боб. Кроме того, он наконец ответил. Итак, очевидно, мы находимся внутри популярной игры, известной как Пятничный Флекс. Оу, блять! Идея замечательная, чтобы продвинуть сюжет и снова не повторять одно и то же. Эпичная встреча знакомых нам уже персонажей. Некоторые диалоги отсылают нас к оригинальному моду, так и вдобавок они сделаны в том же стиле, что и в другом моде. Рон, что с тобой? Вставить столько мемов в одну песню надо еще постараться, так как в 7-минутной песне Little Man их даже меньше. Так еще тут множество разных отсылок. Хорошая идея была переодеть Боба и Рона в костюмы Боба и Босиба, они очень напоминают их. Песня как и в оригинальной, но сделана в стиле Боба. Мне нравится, что характер персонажей перенесли в этот мод. Вот за этот момент авторы песни убили много часов. Вот на этом моменте можно легко обосраться. На повязке и штанах Рона нарисована всякая дичь. Да, мелочь, но выглядит прикольно. Прайд Рона, когда он бежит, было сложно вставить, так как он очень длинный. Похоже, я сейчас трансформируюсь. Авторы даже успели подрофлить над обычным ходом в модах, когда персонаж на третьей или на последней песне перевоплощается в более безумную свою версию, например, как Уитти, Аготи, Трики, Таби и многие другие. Авторы хотят сделать еще продолжение мода, и посмотрев их задумки, этот мод еще раза два точно хайпанет. Я уже говорил про все спойлеры в моде в этом видео с фактами, обязательно его посмотри, но я тут сразу же ставлю 3 плюса. Блин, авторы даже добавили ремиксы фриплея, красавчики. Ох, я прекрасно понимаю, сколько сил было уложено на этот момент. Они поменяли все спрайтов персонажей на более крутые, молодцы. Над ремиксом песни Split очень постарались. Это на данный момент самая сложная и крутая песня. Благодаря этому моменту мод очень хорошо расфорсили в ТикТоке. Все вот эти люди очень хорошо постарались над данной модификацией и стараются по сей день. Напиши, нравится ли тебе этот мод в комментариях. Набираем тут 3000 лайков, и я продолжаю эту рубрику. Посмотри вот эти части и не забудь подписаться.